Hi, ladies and gents, с вами Дистилеша. Эй-эй-эй! Прошел уже год, как я занимаюсь проектом Дистилеша, а до сих пор вам не рассказал о бурбоне. О бурбоне, в этом знаменитом напитке из Америки с Соединенными Штатами. Сегодня расскажу вам о винокурне Jim Beam, а также о их премиальном релизе Knob Creek, ну и про классику не забудем. Что же такое бурбон? Бурбон – это вид виски. Да, виски, ведь компоненты-то те же – вода, зерно, дрожжи. Названию бурбону дал округ Бурбон штата Кентукки. Штат Кентукки – это основной штат, в котором производится бурбон. Такие знаменитые бурбоны, как Four Roses, Heaven Hill, Buffalo Trace, Wild Turkey, ну и, конечно же, Jim Beam производится именно в этом штате. Название бурбон изначально обязано кельтскому божеству, которое называлось Борво. Бурбон был всегда напитком уличных пьяниц, странствующих бродяг, вечных скитальцев и странников. Эту идею и до сих пор подхватывают производители в дизайне, используют вот такие вот плоские бутылки, газетные этикетки, газетные шрифты. Свою популярность, точнее премиальность, бурбон получил уже с середины 20 века, глядя на скотч, а также отчасти благодаря Фрэнку Синатре. Этот путь нам уже знаком по граппе и чаче, о которых я рассказывал в предыдущих выпусках. Многим непонятно и часто задаются вопросы, что это за такое странное слово. Рядом со словом бурбон иногда можно встретить straight bourbon. Слово straight в переводе с английского и в данном случае можно перевести как правильный, то есть правильный бурбон. А правильный он потому, что в 1964 году Конгрессом США были разработаны правила, соблюдая которые производители могли писать на этикетке Straight Bourbon. Правила можно условно разделить на 6 пунктов. Первое. Напиток должен быть произведен в США. Второе. Напиток должен быть произведен из не менее чем 51% кукурузы. Третье. Напиток должен быть выдержан в бочках из американского белого дуба не менее 2 лет. Четвертое. Дистилляция бурбона должна производиться при крепости не более 80 градусов. Пятое. Заливка в бочки при крепости не более 62,5 градусов. И шестое. Разлив бутылки должен производиться при крепости не более 40 градусов. Если все совпало, то мы можем писать огромными жирными буквами на бутылке Straight Bourbon, а в данном случае Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Есть еще разные разновидности, например, Straight Whisky. Это straight бурбоны, которые произведены в одном штате, но спирты взяты из разных винокурен. Может быть, например, Bourbon Whisky, то есть это бурбон, который выдержан в бочках менее 2 лет. Еще есть Corn Whisky, это содержание в заторе кукурузы не менее 80%, и свобода выдержки, и нет ограничений по обжигу бочки. И еще можно выделить так называемый light whisky, это практически ректификат, здесь нет ограничения при дистилляции на 80 градусов, и нет вообще никаких претензий к бочкам, может быть и не обожженная бочка использована. Основные штаты производства это Кентукки и Теннесси. В Теннесси мы знаем 2 известных бурбона, это Джек Дэниелс и Джордж Дикел. Также бурбон производится и в некоторых других штатах, это Индиана, Монтана, Огайо, Теннесси и Пенсильвания. Итак, Jim Beam. Jim Beam производит на сегодняшний день наибольшее количество бурбона по всему миру. Jim Beam входит в портфель огромной корпорации Beam Suntory, которая в свою очередь входит в компанию Suntory. Beam Suntory американская компания, Suntory японская. Beam Suntory владеет большим количеством винокурен, среди них ирландская Connemara, Canadian Club, шотландские Bowmore, Laphroaig, Auchentoshan, Ардмор, Гленгири, японские Хакусю, Хибики, Ямазаки, текила Сауза, коньяк Карвуазье, ну еще и бурбоны, пару бурбонов это Maker's Mark и Legend. В 1795 году фермер из Кентукки Джейкоб, он же Jim Beam, выпустил свою первую бочку бурбона, а в 1899 году была основана Suntory Cinzira Tori.
Производит Jim Beam в населенном пункте под названием Клермо, французским названием, в штате Кентукки, неподалеку от большого населенного пункта, который называется Луисвиль. Мастер-дистиллер на сегодняшний день это Фред Ноа, это праправнук знаменитого Джима Бима. Изначально винокурня называлась Old Tap. Винокурня на сегодняшний день владеет двумя стилхаусами. Это цеха, грубо говоря, по перегонке спиртов. Производство бурбонов довольно сложный и непростой процесс, но тем не менее он довольно типичен для большинства винокурен в США, которые производят бурбон. Сырье для производства Jim Beam это 51% кукурузы, остальное это рожь и соложенный ячмень. Смесь попадает на молотковую мельницу, там дробится, после чего смешивается с горячей водой, а также в эту смесь добавляются остатки барды от предыдущей перегонки, которая называется сидбэк. Все это затирается в чинах, которые называются кукы. Брожение происходит открытым способом. Такое сусло, кстати говоря, называется кислым или sour mash. Многие наверняка сразу же вспомнили Джек Дэниелс и наверняка где-то слышали, что исключительно винокурни Теннесси используют sour mash, а нет, sour mash используют еще и Jim Beam, возможно еще какие-то винокурни. А почему Джек Дэниелс нельзя называть виски? Это не из-за того, что там sour mash. А теперь обратите внимание на один косяк, который я нашел, когда я сравнивал англоязычную версию сайта и русскоязычную. В русскоязычной версии сайта написано, что используются при затирании остатки от затирки предыдущего раза, а в англоязычной верно написано, что используются не остатки от затирки, а именно остатки от барды после предыдущей перегонки, то есть сидбэк. В процессе затирки ферменты солода расщепляют крахмал ржи и кукурузы на сахара, и далее эта осахаренная смесь остужается и в нее добавляются штамм дрожжей. На каждой винокурне используется свой уникальный секретный штамм дрожжей. На винокурне Jim Beam этот штамм дрожжей Фред Ноа каждый вечер уносит с собой домой, чтобы никто не узнал и не, дай бог, не украл эти дрожжи. По окончанию брожения получается так называемое distillers beer, это такое густое пиво, или еще по-русски говоря wash, а еще если по-русски говоря, то это брага. Дистилляция состоит из двух этапов. На первом пиво поступает сверху в колонну Штайна и подвергается, как бы так сказать, некой такой ректификации. Сверху подается это самое пиво, снизу подается горячий раскаленный пар до 328 градусов, поступающее сверху пиво. Этим паром превращается из жидкости тоже в пар. Все это вместе поступает в верхнюю часть колонны и идет на охлаждение. Получаются так называемые low wine, которые имеют крепость на винокурне Jim Beam 62,5 градуса или 125 proof, если в американских единицах измерения крепости говорить. Обратите, кстати, внимание на этот момент, ведь в данном случае мы не имеем разделения фракций, как делаются эти процессы на винокурнях, например, в Шотландии, где происходит разделение фракций, отсечение сердца от одной крепости до другой. То есть там есть какой-то диапазон, где есть разнообразие определенных компонентов, и все это поступает в конечный дистиллят. А в случае с бурбонами это ровно одна и та же градусность. Далее low wine поступает в перегонный куб, который называют в производстве бурбона даблер. Даблер представляет собой на некоторых винокурнях настоящий перегонный куб, но в большинстве своем и на Jim Beam то же самое. Это своего рода ПВК из нержи, который имеет медный шлем. На винокурне Jim Beam укрепление с помощью этого агрегата производится до 67,5 градусов, и low wine превращаются в high wine. Или, говоря по терминологии наиболее популярной при производстве бурбона, этот спирт еще называют white dog. Далее, опять же, 67,5 градусов, чтобы попасть к декрету, редуцируют до 62,5 градусов водой и заливают 200-литровые бочки, выполненные из белого дуба Quercus alba, которые имеют 4-ю степень обжига почти максимальную.
Климат при производстве бурбона довольно нестабилен, от жаркого летом до довольно холодного зимой. В этих условиях древесина дуба довольно активно дышит, летом поры раскрываются, зимой они сужаются. Таким образом происходит дыхание древесины и активный процесс выдержки. Итак, Jim Beam весь свой бурбон выдерживает не 2 года, как положено, а даже 4, как они говорят. Для этого им не нужно писать возраст после того, как они выдерживают его более 4 лет. Jim Beam хранит более 1,9 миллиона бочек на своем складе, точнее на своих складах. Бочки хранятся в 9 этажей, и поэтому здесь большую роль играет то, на каком этаже хранится бочка. На верхних этажах всегда более жаркая ситуация. Ближе к стенам опять же одни бочки, в центре склада другие бочки, и все эти детали учитываются при создании купажей на производстве Jim Beam. Что-то вы мне заболтали, забыл налить. У Jim Beam 3 основных линейки, это базовые 45% градусные релизы. Отдельно стоит особняком линейка Knob Creek, и премиальная линейка это Bakers, Bookers и Basil Hayden's. А теперь давайте расскажу о моей бутылке Knob Creek. Выдержан этот бурбон 9 лет, small batch, 50-градусный спирт здесь содержится. Импортер у нас ООО Denview Limited. Дата розлива у нас 27.08.2012 год. Причем с 2016 года Knob Creek перестал выпускать релизы с указанием возраста и переключился на купажи и более серьезно стал заниматься купажами. Knob Creek это неофициальное название фермы Авраама Линкольна, где он провел свои детские годы. По территории фермы протекал ручей с одноименным названием Knob Creek. Виски под названием Knob Creek производится с 1898 года. Винокурня под названием Penn Maryland Corp, которая входила в подразделение National Distillers, которое потом приобрели впоследствии Jim Beam. А в 1987 году они это сделали. Для производства бурбонов Knob Creek используется только отборная и мелкая кукуруза с максимальной вкусоароматикой. Бурбон этот выдерживается в отобранных специально обученными людьми бочках, которые имеют максимальную степень обжига, и разливается при 100 американских пруфах или 50 градусов крепости по спирту. Виски этот, скорее всего, прошел холодную фильтрацию, но, однако, не окрашен и имеет свой натуральный цвет, который я бы охарактеризовал как медно-золотистый, вот так что ли. И вообще, надо сказать, что все бурбоны, или, так скажем, не знаю, за все не скажу, но большинство бурбонов не подкрашиваются карамелью Е150А. Давайте послушаем на нос. Аромат: ярчайшие зерновые тона, ваниль, сладкая кукуруза, немного ментола. Вкус такой излишне спиртуозный, сразу перехватывает горло, колючий, сладковато-пряный, пряности разнообразные, перец, имбирь, немного укропа, белый перец. Во вкусе все те же горьковато-ментоловые тона, ванильные тона, вкус некоторое продолжение аромата, зерновые тона, леденцы, чувствуется выдержка, и в послевкусии легко угадать древесность, терпкость, которая имеет такую ванильную опять окраску, то есть ваниль, она идет через все 3 компоненты вкуса ароматики. Ух, перехватило горло, правда. Так, что с водой у нас? Кстати говоря, что у нас с водой? Совершенно забыл, кстати говоря, использовать бокал Вискариум. Но, поверьте, я провел некоторую подготовительную работу, и ароматику на этом бокале я всю прослушал. Вот все-таки здесь ментоловая составляющая ощущается гораздо ярче. Ну, можно приступить, наверное, к резюме. Этот бурбон Knob Creek 9, пожалуй, пока лучшее, что я пробовал, но не скажу, что я не попробую чего-то еще лучше, чем Knob Creek 9 лет.
Все довольно просто, не увлекательно с точки зрения дегустации. Не так много тонов в любом случае, но бурбон очень вкусный. Если вы дадите этому красавцу подышать, то он наградит вас терпкостью, сладостью, кукурузными тонами. Немного, может быть, даже что-то коньячное встретите за счет бочки. В общем, и аромат такой со временем, с дыханием, он приобретает какую-то благородность, что ли, серьезность такую. В общем, посидеть можно, но долго с ним не насидишься. Захочется его хлопнуть все равно, мне кажется. Так, дегустационным образцом серьезным я бы его не назвал. Однако никаких неприятных нот вообще не замечено, кроме вот этой вот яркой колючести, которая подавляется либо дыханием на воздухе, либо водой. Оценка. Оценка честные 83 балла бурбону Knob Creek. Купил эту бутылку за 4100 рублей через сети магазинов импортера АСТ. В одном из этих магазинов, как я сказал уже, это 2012 год, дата розлива. Давайте попробуем 12-летний и классический BIM. Я их еще не открывал, поэтому есть некая... Ух ты, как чпокнуло. Некая интрига. Цвета, кстати, похожие. Здесь у нас откручивающаяся пробка. Классический BIM посветлее будет. Значит, что мы можем сказать о 12-летнем, который вы, наверное, не встречали, большинство из вас, потому что этот бурбон уже мало где продается. Это бурбон, который я купил в декантере за 3400 рублей довольно давно. Дата розлива у нас здесь 29.10.2014 года. Если где-то у кого-то продается, напишите в комментариях. Интересно знать. Значит, 12-летний у нас имеет крепость 43 градуса, 0,7. Тоже straight bourbon виски. Ароматика, кстати, поярче. Здесь ментоловые тона посерьезнее чувствуются. Очень похож. Очень похож, но есть здесь какие-то офф-ноты по вкусу. Мне кажется, вот тут есть какой-то ментольчик, такой химический, я бы так сказал. А так все остальное очень похоже. Аромат здесь бы я бы, наверное, прибавил балл. Ну и питкость. Питкость здесь, конечно, получше, потому что, видимо, крепость поменьше. А здесь как бы перехватывает, да, дыхание. А здесь сразу наливаешь и пьешь, замечательно все. Кстати, по ножкам. Ножки какие-то не очень, я бы так сказал. Ножки толстые, не тонкие, не благородные. То есть здесь мало таких каких-то эфирных компонентов, мало масел. Видимо, за счет вот этого вот обрезания жуткого. Так, классический BIM. Тут аромат тоже приятный. Он такой какой-то уже цветочный. Вот тот самый цветочный бурбон, который у нас часто встречается в виски Speyside. Эта цветочная составляющая здесь хорошо чувствуется. Цветочные леденцы. Во вкусе уже поперло арахисовое масло. Это, конечно, уже немного не то, но тоже неплохой бурбон. Купил я его буквально вот сразу сегодня для дегустации в магазине Перекресток. 1100 рублей. В общем-то, я доволен. Маслянистость во вкусе есть. Но никакой терпкости нигде нет в послевкусии. Ничего такого древесного я не чувствую. Чувствую маслянистость, арахисовое масло, цветочные тона, леденцы, сладость кукурузную. В общем-то, ничего так себе бурбон. Можно и его попить. Резюме. Сегодня Jim Beam куда только не добавляют. Баночки Bourbon and Cola. Очень удобно, кстати. Семечки, пропитанные Jim Beam. Чипсы разных вкусов. Халапенье, оригинал, барбекю. Мясная закуска — это вяленое мясо, которое тоже пропитано бурбоном. Я вот здесь такую вот штуку взял с собой показать вам. Это ириски Jim Beam, которые тоже пропитаны Jim Beam. 2% ириски детям не давать. Вот такие вот конфетки, вот такие вот ириски. Не знаю, какие-то мне показались приторные, противные. Не очень мне они понравились. И стоят подозрительно недорого для такой коробочки. Jim Beam также делают совместно с компанией Vita Food Products соусы и сиропы. Что еще интересного? Наверное, к резюме перейдем. Давайте резюмируем. Итак, пробую разные бурбоны и, изучив технологию их производства, я пришел к выводу, точнее я понял тех многих виски-лаверов, которые не понимают бурбон
и которые его вообще в принципе отрицают. Понять их теперь можно легко, потому что бурбон — это по сути дела рафинированные спирты, причем рафинированные дважды, и потом разбавленные до некой крепости меньше, чем 62,5 градуса. Таким образом, если мы переходим к дегустационной истории, то какие-то крутые релизы мы можем получать только благодаря бочкам, то есть очень качественным, интересным бочкам, какой-то классной выдержке. Ну вот как вот мы говорили про спирты, грейн спирты в выпуске про симпозиум 2020, посмотрите. Вот грейн спирты при выдержке от 30 лет получают какую-то тоже интересную органолептику, в каких-то, причем, конечно, правильных бочках, и получают баллы там 90 и даже выше. То же самое здесь. Если вот эти спирты кукурузные выдерживать в каких-то классных бочках какое-то продолжительное время, тоже можно получить что-то интересное. Но и с этим тоже неплохо все довольно и интересно. Поэтому если вы не пробовали бурбон или думаете, какой бурбон купить, если у вас нет средств, можете купить вот этот вот вполне классический Jim Beam или подождать, может быть, приедет 12-летка. Knob Creek 9 тоже неплох. Сейчас выпускаются купажи 100 Proof, Small Batch там и так далее. По-моему, 12-летний еще есть. Что-то обязательно будет приезжать, так что увидите Knob Creek, берите, попробуйте. Я думаю, что не разочаруетесь. Стоит упомянуть и о бурбонах, которые занимают топ в хит-параде бурбонов Jim Beam. Все первые места оккупировали бурбоны Booker's. Booker — это мастер-дистиллер, который проработал на винокурне 40 лет. И Booker's он создал в 1987 году. Это особый рецепт, отобранные бочки. И эти бурбоны получают 90 и выше баллов на Whisky Base. Здесь, конечно же, тоже, опять же, большую роль играет выдержка и бочка, которую взяли из нужного места склада, так скажем. Бурбон принято пить, и многие утверждают, что бурбон пьют исключительно в чистом виде или со льдом. В Америке его пьют со льдом в жаркую погоду, в жаркие дни, чтобы охладиться. Однако можно и упомянуть о неких гастрономических сочетаниях. Ахалай-махалай! Случилось чудо. У меня вот тут неплохая такая тарелочка появилась. Вот что можно предложить из гастрономии по сочетанию с бурбоном. Это хамон или прошутто, бекон. Конечно же, в Америке все любят бекон. Оливки, фрукты, виноград с мягким сыром. Или вот я взял маринованные фрукты с сахаром, не помню, как они называются, с сахарном сиропе. Фрукты в сиропе, короче говоря. Ананасы, папайя, персики. Ведущий канала Женя Пьет удивлялся, почему я не закусываю при наличии закуски на столе. Поэтому давайте-ка выпьем за ваше здоровье. Сланте, санте, сланч, чирс. Будьте здоровы. Мой выбор — это ананасик. Кстати, отлично. На этом все. Заглядывайте в мой магазин товаров и аксессуаров для любителей и дегустаторов, а также коллекционеров крепких алкогольных напитков. Не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!